Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень простой и вкусный десерт из молока. Я думаю, очень многим этот десерт уже знаком, но я его хочу представить сегодня в новой интерпретации. Наливаю 700 граммов молока, я взвешиваю на весах, потому что мне так удобнее. Нагреваем молоко до горячего состояния, периодически его помешивайте, чтобы оно у вас не пригорело ко дну. Берем 1 столовую ложку крахмала, у меня картофельный. Добавляем немного молока, где-то граммов 50-100. Перемешиваем. Когда молоко начинает закипать, добавляем сюда молоко с крахмалом. Если вы хотите, чтобы кисель был погуще, то добавляем больше крахмала. Перемешивая, варим до загустения. Как только появляются первые пузыри кипения, провариваем еще 30-60 секунд и снимаем с огня. В горячий кисель добавляем обязательно ванильный сахар, обычный сахар по вкусу, я добавлю 2 столовые ложки. Также я добавляю маленькую щепотку соли для баланса вкусов. И перемешиваю. Попробуйте кисель по вкусу и можете добавить сюда чуть больше сахара. Я беру клубнику, киви и банан. Вы можете взять другие фрукты. Нарезаю их кубиками. Я предлагаю подавать десерт в вот таких вот красивых стаканах, или же можно взять какие-то формочки. На дно выкладываем клубнику, киви, кисель уже немного остыл, заливаем часть киселя в формочки. Снова выкладываем фрукты, клубнику, банан, снова заливаем киселем. При остывании десерт хорошо застывает. Для украшений я предлагаю использовать клубнику. Давайте пробовать. Очень-очень вкусно. Банан, он хорошо пропитывается, отдает свой аромат даже всему крему. И получается не просто молочный кисель, а с таким вот банановым привкусом и с вкраплениями фруктов. Получается, ну, очень легко, свежо и тем более очень-очень доступно. Потому что молоко, я думаю, есть у каждого дома. И в детстве мне очень часто мама делала такой молочный кисель. Только она так его вот не презентовала. Просто в тарелочку мне насыпала. Можно было там со сливочным маслом, с вареньем подавать. А я придумала вот такую вот презентацию. И очень-очень вкусно получается. Советую приготовить и насладиться. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов.